Уже август, и мы наконец-то всей семьей решили выбраться на пару дней к морю. Это Савиньон. Мы сняли Курень, искали очень долго, потому что в этом году в Одессе нереальное количество приезжих, занято абсолютно все. И если остаются какие-то свободные варианты на выходные, то обычно это что-то очень дорогое. Вот так выглядит это строение. Грустненько, убого, но мы приехали из-за моря. Курень, который мы сняли, стоит 1700 гривен в сутки, и туда нужно заходить только спать, потому что тут грустно и печально. Смотрите на это строение. Тут не хватает еще парочку этажей достроить. И вот второй вариант. Узкая, длинная. Мы приехали к вечеру, сейчас погуляем у моря, пройдемся, посмотрим, что сдается, номера телефонов запишем, хорошего жилья и будем отдыхать уже. А завтра пойдем с утра на пляж. На пляже сейчас достаточно много людей, много рыбаков и просто отдыхающих. Из того отеля Посейдон, там рядом еще есть такие большие достаточно отели для этого места, поэтому много людей. Какая луна красивая над морем, да? Всем тихой ночи, увидимся завтра на пляже. Доброе утро. Доброе утро. Ты уже с утра, да? Тут еще не покушала, уже начинаешь. Слышно, как Буч там миску гоняет. Вид из нашего окна на порт. Мы вышли на пляж. Это пляж Посейдона. Кто помнит, в одном из моих видео в прошлом году мы здесь отдыхали. Хороший очень отель с бассейнами, но мы приезжаем в него обычно зимой, чтобы попариться в чане. А пляж хороший тут, песчаный, дно хорошее. Взяли Бучика на пляж, но долго он не будет, потому что бульдоги вообще тяжело переносят жару, и это опасно. Сделали ему тенек, но даже в тени сейчас 34 градуса, поэтому минут 15 окунется и в дом, скажи, мальчик пойдет. Да, мы останемся. Мальчику жарко. Ты купаться пойдешь, а, морда? Здесь все куреня, все возле этого берега пляжа сдается, очень много всего. Вот везде висят таблички, там сдаю и номер телефона. Мама пофоткала, чтобы может потом еще приехать. Он уже здесь столько песка нанес на эту подстилку. Жизнь хороша. Не могут пусти. Ай, пловец, 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 пловец! Утро, вода еще прохладная, я не могу залезть. Кто у нас пловец? Кто у нас пловец? Кто у нас пловец? Как водичка? Центральные пляжи Одессы, такие как Ланжерон, там Отрада, они переполнены, там очень много туристов сейчас из других областей Украины. А здесь как бы более просторно, если так можно это назвать. Медузки приплыли. Здесь очень чистая водичка сегодня, прозрачное дно. И, в принципе, не холодно, как мне сначала показалось. Да, Плавать будем, да. привыкаешь к температуре воды. И нормально становится. Ой, я не хочу больше. Вон она. Я просто глаза Ты считаешь, что мы сегодня первый раз на море выбрались? Я была, но без мамы в начале этого лета. Один раз, да? Да. Тогда еще вода была холоднее как раз, потому что в этом году, кстати, вода прогрелась уже ближе, наверное, к середине июля только. Ну, холодное море. Давай допьем, да? Давай, раз, два, три. Да давай, что ж ты... О, наконец-то. Ну скажи, что холодно. Холодно. Ну, нет, выходить не холодно, в воде сидеть холодно. Привыкаешь же быстро. Наверное, но я пока не привыкла. Папа наш расселся, ему нормально. Тоже в телефоне, да, сидишь, как Алиса? Я, между прочим, ребенка анкету в школу прохожу срочно. Школьную? Да, сбросили, надо срочно пройти анкету. А, молодец. Это я для своего декора тут хожу, собираю. Вешать нужно фиолетовой стороной, она красивая. Почти август месяц уже, а я стою, дрожу, не могу. Сейчас. Давай, залезай. Блин, холодно конкретно. Я же говорила.
Это я первый раз сегодня купаюсь в нашем Черном море Одесском. Представляете? Конец лета. Когда такое было? К обеду люди должны расходиться, да, с пляжа, а людей пришло больше, уже шумно стало, детей много. Алиса с Бучем пошла в номер отдохнуть, в планшете посидеть. Думает, хорошо, что вы остались. Вода прогрелась уже ближе к обеду, уже не так холодно, как было с утра. Да. А еще чем этот пляж знаменит? Я тут листал галерею себя в телефоне и нашел фотографию ровно за неделю, 2 июня, до рождения Алисы, где мы с ее мамой на фоне того маяка. Видно, не видно, я не знаю. Вот, боже, я тут какой телепузик. Я уже не помнила это вообще. Да. 7 лет назад. Вот так надо приходить с такой штукой. Как тент, кстати, очень удобненько. Алиса вышла после обеда на морешко. Народ чуть с пляжа рассосался. Обеденное время и реально очень жарко. Зачем ты это сделал? Ну зачем ты вот копал? И что теперь? Зачем ты это копал? Зачем ты это все сделал? Мы решили, что сегодня сулугуни, все остальное, что мы будем жарить на мангале, мы будем делать это не у нас в переулке, а здесь на пляже. Ну, мы попробуем поставить, потому что мы никогда ничего не выкидываем, ну, не оставляем мусор никогда на море и вообще везде. И я думаю, что нам ничего не скажут, если мы вот там, вот, где у нас зонтик, все его поставим. Мы хотим, ну, пикник сделать на море, подстилку расстелить, выложить еду, порезать помидорки, все такое. Потому что у нас как бы вверх на веранде мало места, и нам, ну, не будет так приятно, как здесь. Да, будем с видом на море сегодня жарить Мы шашлыки. просто всегда за собой все убираем, поэтому я не думаю, что проблема. Да это не проблема. Во что ты превратил нашу подстилку, а? Что он там лезет за дверью? Боже, ужас какой-то. Почти в каждом доме здесь сдаются номера или отдельные дома. Покажу некоторые варианты с номерами телефонов, которые я считаю приличными. Вот здесь вообще несколько этажей сдается. И вот этот домик сдается, это прямо на берегу. Алисы сегодня на море почти не было, она ушла домой, так сидит. Да, ей сегодня дали такое расслабление в планшете. Это, конечно, ужас. Зависимо. Сейчас идем уже к ней, да? Буч, идем к Алисе? Бучу настолько не нравится этот дом, где мы живем, что он ложится и дальше заходить не хочет. Давай, Тая, его тяни. Буч, идем домой. Ну, чуть-чуть его подтяни. Буч, давай домой. Буч. Фиг там. Буч, пошли. Идем домой. Иди к маме. Давай. Быстро к маме. Давай. Я очень люблю этот пляж. Мы приезжали сюда, наверное, еще когда мне было 18 лет. Первый раз я здесь побывала. И здесь намного лучше, чем на центральных пляжах Одессы. Нет такого скопления людей. Тихо, спокойно. И как-то такое здесь все родное. Это первое лето, когда мы так редко были на нашем море, к сожалению. И оно почти пролетело. Скажи, мальчик сегодня целый день на море. Боится воды, аж трясется. Мы его пару раз занесли, у него глаза такие сразу огромные, как блюдца. Скажи, да, ужас, ужас, как боюсь еще. Не привык. Давно мы не жарили мясо на море, еще и таким способом. Все больше на даче да на мангалах, а тут вот так вот барбекю и на песке, и на берегу моря Черного в Одессе. Я его не хочу с поводка спускать, потому что он бегает, и если у кого-то видит еду, он просто буром прет напролом, его не остановишь. Еда, как тут Да, этот самый да. мышонок, сыр. Да. Да. Да, Он, вот скажи, так. в этом плане невоспитанный, мы его не можем отучить, он любит кушать. Иди сюда. Я больше люблю жарить мясо, а не есть. Нет, здесь хорошо на берегу, намного лучше, чем там в том Курине, в переулке. И вечер уже солнце зашло, жара ушла, Бутчику нормально, а людей на пляже не меньше, я вам скажу. У нас сегодня вместо стандартного нашего болгарского перца будут кабачки.
Жарим шашлык очень дорого и вкусно. Здесь у нас вот это зеленое, это лаваш сулугуни со шпинатом. Ну, мне кажется, это, конечно, не шпинат, а какая-то химоза. Ну, ладно. Но зеленая. Сбежал. Ай, сбежал, да? Он сам сбежал, я его не отвязывала. Ну, как сказать. Ошейник от блох надо одеть. Живая музыка в Посейдоне. Любитель поплавать. Это все. Мне кажется, вчера вот мы здесь были, вода была немножко потеплее, чем сегодня. Реально август месяц и какое-то холодное течение пришло. Ну что, хочу рассказать, как отдыхается на одесских пляжах и пляжах за городом сейчас. Вот мы лежим, мониторим в телеграм-каналах. Если видим, что летит баллистика, бандероли или реактивы сюда в Бурлачью балку, мы собираемся и быстренько уходим. Ну, все с детьми уходят. Оно пролетело, мы возвращаемся. За вчерашний день мы так уходили сколько раз? Раза 4. Раза 4, да. Бегали с пляжа очень быстро. Но дело не в этом. Дело в том, что, в принципе, я вообще не реагирую на особо громкие звуки, но здесь, оказывается, эффект воды над водой, это совершенно по-другому ощущается. То есть стреляют где-то в порту в другом конце города, да, но по воде такое впечатление, что выстрел пошел рядом выпуск. То есть очень эхо. И акустика, и баллистика совершенно звук иначе. Это Намного страшнее рядом с водой находиться. восприятие совершенно по-другому Да. и очень сильнее. Ну и хочу сказать, что, конечно, с пляжей нужно уходить, когда летит в эту сторону, потому что опасен даже не сам прилет, а его осколки. Они разлетаются на сотни метров, и было много случаев уже на одесских пляжах, что люди гибли, люди раненые, ну это страшно. Дрон сбивает, шахет сбивает над водой, над морем, а осколки разлетаются радиус до 3 километров, конечно. Да. Расскажи, как водичка? Она ледяная, вообще, мне кажется, вообще даже 18 градусов нет, как в октябре. Очень холодно. Я минут 5 стояла, привыкала, чтобы зайти. Но нужно забегать и прыгать. Нырни. А ну нырни. Сейчас, ага. Сделай дельфинчика. Нет. Дельфинчика сделай. Вчера, мне кажется, водичка была намного теплее. Вот, а сегодня прям совсем какое-то холодное течение пришло к одесским берегам. Но, в принципе, вот лежу, привыкла, расслабилась. Но не так все плохо. Прошлись мы по берегу, нашла кучу номеров телефонов на таких неплохих домиках. Приедем в следующий раз уже сюда, тоже что-то снимем.